Fuck you, it's New K. Хей-хо, мои друзья, я Дима Баш, это блог Speak to Bash. И прежде чем начнем наше интервью, ты обязательно подпишись на канал, напиши комментарий, поставь лайк, нажми на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нового выпуска. Спасибо всем тем, кто поддержит нас ВК-донатами на Бусти. Этим вы ускоряете выпуск нового контента, которым мы вас радуем. Еще хочу сказать, что у нас есть телеграм-канал, ВК-группа, где тоже много лежит интересного контента. Это видео с бэкстейджа, старые фотоотчеты и много-многое другое. Везде контент разный. Так что везде смотри, везде подпишись и будь всегда в курсе. Ну что, добро пожаловать в мир Speak to Bash. Каждому есть что сказать, каждому есть чем поделиться. Погнали! Я Дима Баш, это блог Speak to Bash. Когда речь заходит о современных звуковых пионерах и мастерах инноваций в мире драм-н-бейса, имя Мизо независимо ассоциируется с жанром нейрофанк. Сегодня мы приглашаем вас в захватывающее музыкальное путешествие, чтобы погрузиться в мир, где звуки будущего создаются уже сегодня. Вместе с Мизо мы исследуем глубины нейрофанк стиля, который объединяет остро интригующие звуки с технологической инновацией. Он не только придает жизнь звукам, но и создает музыку, которая заставляет нас думать и чувствовать что-то новое. Сегодня мы погрузимся в историю и философию нашего гостя. Узнаем о его творческом процессе и будем исследовать, как он смешивает техничную часть с музыкальной страстью. Готовьтесь к невероятному музыкальному путешествию в компании этого уникального артиста. Участник мировой сцены, нейрофанк-артиста. Сапы, высоких искры на лайвах и миксах. Главный в твоем лайнапе, монстр из-за кулисья. Свой звездолет паркует, руша бизнеса бирзы. Суть игры принял новый трек, бросил тебе вызов. Пробитку по системе дропами самых низов. Харизма дают силы для вращения механизма. Speak to Bash on air, разрядом ворвался Мизо. Всем привет, это Алексей Мизо, и это специальное интервью для блога Speak to Bash. Досмотри до конца и узнай обо мне что-то новое. Хей, мы находимся сейчас на Красном треугольнике в студии Реактор Радио, и так как здесь много всяких точек, где люди репетируют, за этой стеной завелся барабанщик, который набивает свой бит. Но я надеюсь, не помешает нашему интервью. Я Дима Баш, это блог Speak to Bash. Ну что, представляю нашего гостя, это Леха Мизо. Леха, привет. Привет. Готов поговорить? Вообще готов. Полностью. Не мешает тебе наш звуковой фон никак? Я уже даже начинаю подкачиваться под этот биток. Так что я думаю, это будет хорошим фоном для сегодняшнего интервью. Именно поговорим о тебе как о личности. Вот почему Мизо стал Мизо? Как это произошло? Твой жизненный путь посмотрим немного. Ну что, начнем с самого начала? Давай. Я так понимаю, ты родился в городе Дзержинск, Да, а все потом переехал в Нижний Новгород. До сих пор живу в Дзержинске. А, до сих пор еще До живешь? сих пор живу. Это же рядышком, да? Да, 30 минут езды, если без пробок. Поэтому... А расскажи немножко о своем городе. Ну, недавно он получил звание «Город трудовой доблести». То есть это говорит о том, что у нас город в первую очередь про физический труд, очень много предприятий, заводов. И в основном все жители нашего города, они трудятся, соответственно, на предприятиях, заводах. И, по сути, мне тоже такая судьба была уготовлена. И частично я даже попал вот в этот круг заводчан. Заводской, да? Да. А именно на какой завод ходил, чем ты занимался? У нас есть такой очень древний завод, если уж так об этом начать разговаривать, называется «Пластик». Производит всякую продукцию, молочка, да, вот для молочки упаковка, для вот чебупели ешь, вот, да, там вот эти все, из чего это делается, это все пластик. Вот я получил разряд даже там, на станке работал, то есть, ну, прям по хардкору я поработал. Ты, видимо, тоже как-то формировал твой музыкальный вкус? Не, ну, когда я пришел на завод, я уже втянулся в музыкальную сферу, но это ничего не формировало. Это, скорее, возможно, на подсознательном уровне это как-то влияло, но тогда я вообще об этом не думал. У тебя вот в детстве какое-то Да. творчество было? С Да. чего все начиналось? Было немножко даже кринжовенько будет об этом рассказать, но я ни с кем этим не делился. Например, в 14 лет я ходил на вокал. Но я ходил на вокал не с целью, чтобы петь научиться, а хотелось вот сцены. Ну, прям вот хотел вот выступить, именно выйти и что-то спеть. Вот это, возможно, даже какое-то желание, может, внимание.
тогда меня это все сподвигло. Но долго этим не прозанимался. У тебя не было боязни сцены? Была, кстати, да, была, но об этом ты не знаешь заранее. То есть, как бы тут объяснить? Ты идешь к этому и такой думаешь, ну вот ты сейчас выйдешь и все сделаешь. А когда я к этому подошел, чуть позже, да, вот про рэп ты знаешь, да, про хип-хоп, вот там ножки-то затряслись. Там я понял, что вот оно сейчас случится, а ты к этому не готов вообще и не знаешь, как вести себя в этой ситуации. Расскажи про свой первый выход на сцену. Первый выход на сцену случился, когда мы уже сформировали наш вот этот хип-хоп коллектив. Могу сегодня первый раз сказать эту эксклюзивную информацию. Он назывался Beware Bugs. Это начало, без вложения нала, без стартового капитала. Все, что есть, мало кто знает о нас, но мы покажем жало. Готовы поспорить, построить туннели, вылезь из анала. Потому что, ну, это можно загуглить. По-русски «Остерегайся оленей». У нас символ Нижнего Новгорода олень, и мы так назвались, типа «Остерегайся оленей». Вроде как смешно, с юморком, так сказать. И суть в том, что когда сформировался коллектив, и мы записали несколько песен, надо было уже выйти лайвом, да, что-то зачитать. Тогда это было, в принципе, доступно. Ну и я был единственный, кто боялся сцены. И вот пацаны сказали: Леха, если ты не выходишь на сцену, то ты дальше не двигаешься в коллективе. То есть ты или ломаешь себя и дальше с нами, или не ломаешь. И я так хотел этим заниматься, что я просто с трясущимися руками и ногами залез на сцену и сделал. Вот первый трек зачитал, и выступили. А много зрителей было в зале? Да нет, ну как, если вспомнить, человек 100-150. Ну, неплохо так, для первого раза. Ну, что за трек был, кстати? Трек я не вспомню. Я за всю карьеру свою хип-хоповскую написал, совместно с ребятами, порядка 200 треков. Часть из них есть в сети. Это много. Очень много исписанных тетрадей, очень много записей. О чем были текста? Обо всем. Конечно, у нас кумиры были американские рэп-исполнители, и мы пытались также... Ну, мы не понимали, откуда этот рэп идет и чем мыслят те исполнители, поэтому просто косили. Пытались такими же крутыми быть, но потом мы пошли уже по более такой лирике, читать, точнее, о том, что видишь. У меня даже есть диск на Москву. Можешь что-нибудь зачитать? Вообще у меня... Вот я могу проговаривать, но на интервью да. это сложновато, конечно. Сейчас. У меня просто есть текста в голове, их много, но вот так вот... Ну вот я вспомнил, например, у меня есть припев. Время, как вода, утекает никуда. А я все не знаю, где ложь, а где правда, а я там тяну. Ну вот это уже более такое серьезное творчество, когда я стал более сознательно текста писать, да. Это начало без стартового капитала. Ну, мы вот тоже, знаешь, читали про то, как мы начинаем. Диск на Москву. А диск на Москву, что там было? Ну, мы такие вроде как с области, да, вообще ребята, и считали, что Москва — это такие там все ходят нетрушные. И мы как бы вот об этом читали. Mm-hmm. Ну, это все было юным мозгом написано, я ни в коем случае никого не хочу оскорбить. Это сейчас очень все смешно слушается, но тогда мы прям... А ты иногда перечитываешь, может быть, переслушиваешь то, что тогда делал? К сожалению, очень много треков утеряно. Но есть папочка с определенными треками, я могу включить, чисто для себя послушать вот этот вот голоса наши. Потому что, к сожалению, основателя нашей группы не стало. Может быть, вперед забегая, но это был такой прям товарищ, который все это... Он меня в музыку втянул изначально. Он основал рэп-группу, он мне вообще как брат был по жизни, его не стало. И вот все, что и остается, послушать песни и вот услышать голос человека. Даже я отчасти благодарен вот то, что у нас записи такие есть. Я Дима Баш, это Blockspeak. Баш. Ну, так можно сказать, это такой большой шаг и был в твоей музыкальной карьере. Да, который в конце концов перерос в то, что и сейчас, да. К музыке. К музыке, да. Что это не просто ты слушаешь, а ты в этом участвуешь. Ты создаешь вот. Слушай, я насколько еще знаю, что твой никнейм Мизо тоже образовался из хип-хоп баттлов. Случайно. Это же так? Да. Расскажи эту историю. Здесь ничего такого прям сложного нету. Вот поэтому, когда спрашивают про Мизо, сложно ответить. Потому что надо про рэп рассказать, про все вот это. А на самом деле мы просто батлились. Вот этот фристайл-баттлы стандартные, когда выходят и просто начинают друг друга, так сказать, засирать, да.
International Productions. Small prices, big hits. Ты меня узнаешь, скоро буду на тебе героем. Захвачу канал MTV, захвачу все телешоу. И просто человек оговорился, и вместо того никнейма, ну, прости, я не буду говорить старый никнейм, мне он не нравится. Друзья, если увидят, они посмеются. Он созвучен был, и он сказал такую фразу типа «Миза, твой флоу мизер», что-то такое, вот как-то он зарифмовал. И мы похохотали, а потом вот коллега идет, говорит, запомни, типа, Миза, да, то есть, ну, тогда он сказал Миза, а мне нравится, когда Мизо, например, на ударение. И я запомнил, и когда я подошел уже к драм-н-бейсу, я думал о названии проекта, и я такой, о, Миза, типа, Мизо, и взял. Ну вот со временем, вот как ты взял этот никнейм себе, ты как-то придумал какую-то историю ему, может быть? Нет, вот в этом-то и проблема, то, что Просто... это потом даже плохую роль сыграло в этом, потому что я даже не... Понимаешь, когда я пришел в музыку, у меня же не было планов стать артистом, диджеем, иметь какую-то легенду. Я просто этим занялся, и мне это надо было как-то обозначить. Поэтому я не подумал о серьезности этого шага. И сейчас, когда я, кстати, с новичками общаюсь, и у кого-то максимальный какой-то странный, сложный читаемый никнейм, и он только еще в начале своего пути, я всегда говорю, чел, подумай над своим именем. Это прям очень важно. Вот. Кстати, очень хороший совет от профессионала. Задумайтесь над этим. Прежде чем выходить на большую сцену, подумайте над своим никнеймом. Название проекта, никнейм должен быть хорошо читаем, хорошо запоминаем. Его не должно быть в поисковой системе. То есть максимально, чтобы ваш слушатель, когда вводит название трека, сразу появлялись вы. Вот, потому что многие просто берут какие-то уже баянистые, так сказать, слова, да, это вводишь, а там просто вот такой список. И еще самое главное, я считаю, что твой никнейм должен читаться на любом языке, на русском, на английском. Он это везде, идеально. Да, звучать и одинаково. И вот хоть и Мизо не имеет, в принципе, легенды, но оно просто из-за того, что вот короткое, поэтому, в принципе, оно и Да? запоминается. 4 буквы, лаконично, все отлично. Я хотел от него избавиться, но мне как-то, помню, Джейд сказал, типа, Леха, не надо. Ну, не Леха, он тогда, Алекс, не надо, не меняй никнейм, потому что это хорошо запоминается, типа, оставь. И все, я оставил никнейм. Ну и закрывая тему хип-хопа, хотел бы узнать, у тебя образ хип-хопера был, такие широкие штаны, кепки, там эти, да? Полностью. Я в школу в патруля ходил, вот в такенах вот. Широкие штаны. Я даже зимой старался искать шапки с козырьком. Максимальное соответствие, ну, вот тому образу. Сейчас другие образы у рэперов, да, мы тогда ходили все такие. Ты такие широкие, такие... На скейте катался. То есть, ну, вот все, что вокруг рэпа крутилось, мы старались поддерживать. Полностью был за эту культуру. Абсолютно. Я прям фанат был. То есть конкретно этой музыки слушал, жил этим и пытался создавать. В хип-хоп дальше уже, я так понимаю, у тебя пошел драм-н-бейс. Да. А как это произошел переход, и почему, и сколько тебе было лет? Мне было 18 лет. Как раз это такой момент, когда ты и совершеннолетний стал, и переосмысливаешь что-то. И как раз, когда мы ехали выступать из Дзержинска в Нижний Новгород, у нас там клуб был знаменитый рока, там альтернатива играла и рэп. И мы едем в электричке в Нижний, и я услышал микс пиратской станции. Вообще абсолютно случайный микс. Какой это год был? 18 лет, 2007, получается, 2008. Четвертая пиратская станция примерно. Не, значит, попозже. 2008-2009, что такое было. Вот, потому что я уже услышал тогда Future Prophecies, Noisy точно и Споры микс. Это вот 3 микса, которые я просто слушал, я не понимал абсолютно, что я слушаю. Вот. Потому что, город маленький, у нас не было каких-то культур электронных, да, Продиджи там. Кто-то слушал точечно что-то. Поэтому что-то, если ты услышал, такой непонятно. В общем, и все. Я еду вроде как рэп читать, а мне уже интересна другая музыка. Я такой, вау. Вот, и поймал первый раз вот вайб. А потом добило конкретно, когда, если, я думаю, тут и ты, и все присутствующие знают, что такое меняться винтами, когда ты подключаешь жесткий диск к другому жесткому диску, да, закачиваешь. И мне накидали подкастов бесы. Вот, и я очень много задротил World of Warcraft, там, Lineage, и такой играл, и постоянно на фоне слушал что-то. И включил подкасты бесы. Меня это настолько захватило, что ты играешь,
слушаешь беса, и он это так интересно рассказывает про авторов, про атмосферу в треках. Я помню, вот на всю жизнь тоже запомнил, трек там Маркуса, например, был, да, который там что-то про призраков, и бес там это так описывает, и я такой, вау. То есть музыка с историей, и я такой, круто. И заболел этим. И захотел быть частью этого. Да, еще бес упомянул о том, что есть там драм-н-бейс арена, что вы можете зайти туда, что-то почитать, как это, что работает. И я туда зашел, и все, я там обосновался. Вот. То есть бес дал тебе такой толчок в драм-н-бейс. Бес показал, что это можно сделать. Да, то есть если, когда я слушал пиратскую станцию, я слушал как что-то далекое, необъятное, но интересное, то бес вот пришел и сказал, делай, типа, как-то так вот было. Как ты перешел с момента слушателя на момент написания? Почему ты захотел именно писать Максимально драм-н-бейс? резко. Я просто пробил, как с чего начать. То есть, во-первых, нужен софт. Сделал отступление. Никакого музыкального образования нет. Никогда никто ничем вокруг этим не занимался. Но немножко отступлюсь назад. Мы когда рэпом занимались, у нас был коллега, который биты делал. И я у него тогда увидел первую версию Fruity Loops'а. Не знал, что такое Fruity Loops. И еще такая программа, может, ее многие не знают, Orion Pro. Там вообще просто пару синтов, вот эти вот степ-секвенсор тоже, все это ставишь, и там что-то шумит, играет. Но это было вообще непонятно, что и для чего. Хип-хоп Джей, кстати. Я думаю, тут тоже у многих он был. Все, да, был это такой, у многих. Песочница для вот, музыкантов тоже, где ты можешь блоки подвигать, да, понять, как что сочетается, паттерны. Вот. И хип-хоп Джей тоже был. Поэтому я уже знал, что надо программку, и на этом, в принципе, знания закончились. Я все это скачал. Скачал FL-ку, по-моему, 7-ю, и начал ковыряться. Изучать форум, что-то читать. Ну, ты же еще тогда в хип-хопе участвовал. Я уже отошел от хип-хопа. А ты уже отошел, и то есть ребятам сказал, что я ухожу. Могу прям кратко об этом рассказать. Был переломный момент, когда мы занимались этим по фану. То есть абсолютно самодостаточно. Что хотим, то и творим. И пришел дядя, который сказал, ребята, я с вами готов заключить контракт, ну, просто из местного клуба какой-то. Вы будете у меня выступать, я вам дам площадку, вот, даже какую денежку буду платить. Но вы будете под моим контролем, вы будете делать, что я скажу. Я на этом моменте покинул проект, потому что я сказал, я не буду ходить на это как на работу. Я делал это, потому что это круто, весело и свободно. В итоге ребята потом с этим поработали, пару месяцев тоже слились, потому что их там заставляли делать вообще какую-то чушь, им тоже неинтересно. И как бы я вообще не прогадал. Но вот такой подход у меня был. А ты до сих пор общаешься с этими ребятами? Да. Многие из них уже семьи имеют. Тенденция такая часто, когда люди заводят семью, это уже такой внутренний круг становится, как бы не до гулянок, не до друзей. Вот. Не до Списываюсь музыки. Иногда. И иногда я вижу... У нас город все-таки небольшой, поэтому можно пересечься в магазине, на улице. Это всегда будет дружелюбно и интересно. А как ты считаешь, что вообще вот семья убивает творчество или нет? Хороший вопрос. Если конкретно подойти к вопросу так, что как к творчеству, да, не к работе, а к творчеству, то я скажу, наверное, да. Потому что творчество вещь такая, она исходит не только от сухого разума, да, а от эмоций. И часто, когда человек обретает спокойствие, никому не навязываю, это моя философия и многих, обретает такое спокойствие, умиротворение, когда его ничто не триггерит и не волнует, а просто умирает как раз-таки-то вот творческая генерация. Человек может что-то делать, воспроизводить, но, скорее всего, когда слушатель это будет слушать, он будет слушать это как такой бездушный продукт. Технично бездушный продукт. Да. И часто, кстати, когда семьи появляются, музыканты же, они начинают просто уходить немножко в другую сферу, что-то подсводить, кого-то учить, передавать опыт, делать гостпродакшн. Ну, уже от авторства сами отходят. Потому что если автор честен перед собой, он это почувствует. Он уже не может генерировать честный продукт. Я Дима Баш, это Blockspeak. Баш. Смотри, наш барабанчик закончил. У нас создалась более такая интимная обстановка. И вот давай поговорим теперь о том моменте, когда ты написал первый трек и кому ты его показал. Это такая информация, которую сложно прям воспроизвести, но первый самый трек, их, столько было, вот этих вот. Ну, кому ты именно показал? Показал кому-то именно. Да друзьям показывал. У меня товарищ один, он слушал тоже драм-н-бейс, до сих пор является моим товарищем, другом.
Но он слушал такое, как Current Valley, Катарсис, там вот это вот все, кастрюли. И когда я ему показал свое вот это, да, он такой: Лёх, что ты ерундой такой занимаешься, типа, забей вообще. То есть он мне такой демотивации скинул. Вот. Но он был один из тех, вот, благодаря кому я, в принципе, драм-н-бейс слышал, так что я не могу его так судить, и в чем-то ему даже благодарен, вот, за то, что все это показал. И, может быть, это даже какая-то честная критика была. Даже не может, а по сути есть. Потому что делал я полную ерунду. Поэтому ответить первый трек, кому показал, другу. А вот полноценный ли это был трек, я так сказать не могу. Первый фидбэк это был демотиватор. Давай назовем это честный фидбэк. Честный фидбэк. Не приукрашенный, да. То есть написал ерунду и сказали, что ерунда. А как ты вообще к критике относишься? Хорошо. А с любой? С любой. Ну, я считаю, то, что если ты критикуешь, не обязательно тебе надо тоже в этом шариться, или вот фразу вот это «попробуй сам напиши», нет. Но я плохо отношусь к критике, когда говорят «говно». Необоснованно. Ну, пускай это даже обосновано, ну что это за критика говно? Например, я к этому так отношусь. Вот если я считаю трек говно, ну, я тоже могу как-то об этом так подумать. Но я его просто выключаю, там, YouTube это или ВКонтакте, выключаю, не слушаю, такой, да ну, типа, херня, мне не нравится. Но если ты об этом пишешь публично или хочешь кому-то донести какую-то мысль, слово говно не несет ничего. То есть, ну, это просто пшик какой-то. Напиши конкретно, что тебе не понравилось. Барабаны, идеи, там, я не знаю, ну, хоть что-то, что слышишь. Это даже не обязательно быть профессионалом, но сформируй мысль в какое-то хотя бы одно предложение. Вот. Поэтому критики в слове «говно» я не то, что не отношусь, ну, если ты пишешь, знаешь, что это будет заигнорено и никак не воспринято, вот и все. А тебе не кажется, что критика вот эта обоснованная, она должна быть общаться, ну, в личку музыканту писать, а не писать под общими постами, Нет. чтобы все это видели? Вообще не считаю. В личку музыканту, наоборот, я считаю писать не самая лучшая идея, потому что люди вообще в целом То есть, разные. подожди, вопрос такой. Что лучше написать, в личку музыканту, либо общее? Общий. Чтобы все увидели. Все пускай видят, да. Потому что, во-первых, может быть диалог между двумя слушателями, а я вот считаю иначе, а второй скажет, а нет, я согласен. И будет дискуссия. Во-первых, я как автор могу даже эту дискуссию, вот это мышление, логику увидеть, да, это интересно. А когда мне в личку пишут, ну, это нормально, хочешь, напиши в личку, вот. Я не разграничиваю, в принципе. Но публично мы же делаем посты, YouTube трек загрузился, пожалуйста, пиши комментарии, там для этого все есть. ВКонтакте, пожалуйста. Единственное, что, наверное, когда человек услышит где-нибудь в Яндексе или Spotify, там же понятно, что отзыв. И он такой: о, классный трек, пойду Лехе напишу. И тогда в личку пишут. Но когда пишут в личку, какой ответ? Если это хвалебный коммент, да, например, человеку понравился, ты пишешь «спасибо». Спасибо за поддержку, там вот как ты пытаешься ответить, да, спасибо. Скажу, это не самое приятное занятие так делать. Потому что это как будто нечестно. Ну, типа, заигнорить нельзя, а говорить вот это вот «спасибо», ну, человек выразился, а заигнорить тоже нельзя. И в итоге, когда я читаю комментарии, я такой, ага, отметку я сделал, понравилось, и закрыл. А в личку надо отвечать. Я не могу не отвечать. У меня нет ни одного неотвеченного сообщения, это мой триггер. Если мне что-то пишут, даже полную чушь и ерунду, я хотя бы прочитаю или отвечу. То есть ты, можно сказать, открыт для контакта, для своих поклонников? Да, конечно. Ну и для сотрудничества, для всего я всегда отвечаю. А начинающим музыкантам помогаешь? Помогаю. И, чем? Советами чаще всего кидают треки, просят, конечно же, мнение. И просят мнения какого-то конструктива, советов. Кто-то это делает тактично, в плане аккуратно, потому что некоторые скинут трек, ты ответишь, а тебе бах, еще 10 треков. Типа, вот это еще послушай. И все, вот здесь уже не хочется. Начинает насаживаться, ну, да, это... садиться на шею. Да, если я сижу в соцсетях, в Телеграме или ВКонтакте, это я трачу свое личное время. То есть, если я у компа пытаюсь там что-то полезное делать, если я на что-то отвлекся, я хочу отдохнуть. И если ты во время отдыха опять работаешь, потому что слушаешь музыку и обдумываешь ее, это мозговая какая-то активность. В любом случае ты напрягаешься, так сказать, пускай не кирпичи таскаешь, да. Но откомментировать демку, честно, это тоже надо время затратить послушать. Вот, поэтому я нормально к этому отношусь, но только никогда, когда не шлют пачкой. Ну, еще не нравится, конечно, когда человек потратил на трек 20 минут в пьяном угаре. У всех такая ситуация была. И он говорит, послушай этот шедевр. Вот, а ты такой, блин. А еще ведь надо ему сказать, что это не шедевр. А я еще и трезвый, да? Да, я еще и трезвый. Может быть, был бы я пьяный, я бы по-другому послушал. Так что вот, прежде чем прислать свой трек за то, чтобы он заценил, обязательно послушайте, сами поймите,
достойно это или нет. И Ну, только после этого присылайте. Именно один, а не пачку. Автор редко может быть убежден, особенно начинающий, хороший это трек или нет. Чаще он всегда считает, что это хороший трек, потому что он же потратил на это время и силы, и я сам же такой же был. И все, что ты делаешь, кажется, все круто. И единственная просьба, ну, хотя бы, чтобы был набросок, например, интро и там кусочек дропа, чтобы это не было 20 секунд, 15 секунд, то, что ты накидал за часик, так сказать, да. И второе, я могу такую тут рекомендацию дать, всегда надо иметь, если ты начинающий музыкант, всегда надо иметь 2-3 человека абсолютно независимых, не друзей, которые четко и сухо тебе раскритикуют трек, потому что это будет очень полезно. Если будешь кидать друзьям или на стенку ВКонтакте, это будет максимально нечестно, и тебя будет это оттягивать назад. Вот. Потому что тебе говорят: о, круто, нормально. Ты такой: да, нормально. А там вообще может быть не нормально. А они просто говорят, потому что вдруг и не хочешь обидеться. Поддержать, да. Поддержать, да. Это, ну, в каком-то плане, наверное, нормально, по-человечески, но творчество не любит этих вот любезностей, особенно в начале. Творчество любит независимый фидбэка, желательно от людей, которые к тебе вообще никак не Ну, принадлежат. желательно, чтобы опыт какой-то. Да, опыт. Тогда вопрос такой: а ты кому треки отсылал в самом начале? И что тебе отвечали? Это вообще, конечно, ну, Drum and Bass Arena, да? Ну, Демб Арена. ДНБ Арена была, Вот. да. Там же был топик демо, ваши демо. И там были тысячи людей, которые были просто рады сожрать тебя со всеми потрохами. Вот. Это такое место было, где ты просто мог самоудалиться как творческая личность, если очень все близко воспринимать. Поэтому все свои демки я загружал туда. И, конечно, там были просто, хотел матом сказать, но разгромные комментарии. Пи-пи-пи. Да. Тут можно много слов. И, в общем, да, там мы жестко критиковали. Прежде чем я Бесу показал, потому что он был вот первой такой личностью серьезной, да, куда я уже фулку свою отослал. А до этого форум. Все на форуме. И тебе вот Бес ответил сразу же, либо через какое-то количество треков? Через количество. Я много присылал Бесу. Ну, как много? Поспамил. Не то, что спамил. Я просто знаю, уже из знакомства с Бесом тоже рассказывал, кто бывало, сколько шлет. В принципе-то я немного слал по сравнению там с определенными авторами. Но до этого я ему присылал треки, и он мне все писал: погоди, не Ну, по крайней мере, фидбэк был какой-то. Да, он говорит: поработай. А я его закидывал, и он мне один раз прямо у меня на стене ВКонтакте написал и говорит: хватит мне слать треки. Вот, и я такой: нет, я тебе буду слать треки. Но я молодой был тоже, поэтому у меня вообще... Вот сейчас, когда такие пишут, я такой смотрю на это с дикостью, а я сам такой был прям: нет, я ему сейчас пришлю трек. Это прям вот тот самый трек. Прям для подкаста. Так что вот, зрители наши, никогда не останавливайтесь перед целью, бейте, добьете, вот как наш гость. Я был на грани бана, поэтому, Да. меру знать надо. На грани бана, но все равно ты добился того, что хотел. Но все-таки здесь, наверное, сработало то, что я трек зафиналил. Вот первый самый мой трек — это Bloodline. Your choice will grant you some basic attributes. Который я доделал до конца. Написал, кстати, его максимально быстро, над предыдущими работами там что-то подтел, как-то пытался родить, а это вот прям вот за 2 вечера написал, отослал и такой пошел к другу, как раз вот, который вот во все меня это тоже привел. И мы сидим, я говорю: дай-ка я ВКонтакт залогинюсь, мне просто интересно почитать хотя бы, есть там результат, нет. И просто без сообщения пришли фулл-версию. И все, я прям побежал домой отсылать Бесу. Вот. Слушай, ну у нас с тобой было небольшое уже интервью на Нейропанке, да, и ты как там сказал, что вообще твоя цель такая была вообще попасть на Нейропанк подкаст, да? Вообще изначально прям цель такая была, никуда больше. Никуда. Да я, во-первых, и не знал, куда можно. То есть ты когда этим только начинаешь заниматься, диджеить. Я диджеить вообще долго еще не планировал, да и в принципе не собирался. Выступать там, что-то делать. Технически развиваться у меня цели не было. Я вообще так понятие продакшн-то не знал, да, то есть что там прогресс какой-то есть. Моя цель была написать трек. Вот. Попасть на Нейропанк. И попасть на Нейропанк, да. И все? На тот момент, да. А когда я написал и попал, и вот я, по-моему, даже в том вот коротком интервью говорил, что появилось чувство, как это называть, ты супермен, ты теперь все можешь, все, что напишешь, это круто опять. И я стал писать целый потом год или полтора полную ерунду вообще.
То есть до этого я старался, чтобы цели достичь. А когда я достиг, я просто расслабился и начал просто фигню писать полную. Потратил целый год на ни на что. И как себя собрал, чтобы писать уже нормально? Ну, я уже начал чувствовать, когда ты пишешь не то, загружаешь, реакции нет, загружаешь на форум, все плохо. Я уже понимаю, что сначала ты такой, да нет, да вы чё? А потом приходит вот это чувство, что да, все не так. Надо работать и работать. Надо вырабатывать референсные восприятие музыки, потому что я вообще об этом не думал, что можно слушать оригинал и просто сравнивать. Это же так просто кажется, да? Вот ты послушал референс и твое, но это даже не близко. Но тогда тебе кажется, что твое это прям вот как Нойзи. Я не знаю, как это внутри. В тот момент, когда ты писал плохую музыку, не было фидбэка, ты пытался кого-то повторить из западных артистов или нет? Или что-то пытался выработать свое? Тогда, конечно же, я использовал какие-то примеры, но это был не западный регион, а именно подкасты. Вот. Мне очень понравилась атмосфера треков в подкасте. Тогда они были другие, и все это знают. В старых частях, там, 6, 7, 8, 9, вот эти вот подкасты. Мне очень нравились конкретные авторы, конкретное творчество, например, мистера Фрэнки, да, его старые треки. Тогда я даже не знал, как это обозвать, а сейчас я могу сказать, что это такой нейродип, да, то есть когда там такие глубокие басы, атмосферные какие-то синты, пады, панчевые барабаны и одновременно энергетика. Вот, поэтому, опять же, Маркус, Рецептор, конечно же, все слушали. Хотя для меня тогда Рецептор, если не брать его прям ринок, да, вот эти всякие треки, он же еще больше такой мелодичный, да, нейрофанк делал. Mm-hmm. Вот. А я хотел именно такой, вот, знаешь, подвальный, такой темный. Паперклипы старые треки слушал, тоже атмосферный всегда. Он всегда про космос был, да, там такой космос наводил атмосферу. И Engage. У Engage, например, всегда энергетика бешеная была, там, медитация, да. То есть я их вот поименно всех помню, потому что у каждого был свой стержень, и от каждого вот что-то можно было подтянуть. А они, в свою очередь, тянули это, например, со своих примеров, да, то есть, так что, в принципе, через 3 рукопожатия я, наверное, копировал Запад. Но... То есть можно сказать, что Мизо — это просто кусочек каждого из тех артистов. Где-то взял это там, уж прям там, совсем там, категорично, но давай так, базовый Мизо, да, это прям, давай скажем так, вдохновлен подкаст полностью. Кстати, ты хорошо обозначил свою музыку, подвальный нейрофанк. Ну, потому что, да, я не хотел пестрых синтов высоких. Мне хотелось именно такой глухой, темный делать драм н бейс с тревожными волнениями. Вот. То есть, чтобы была тревога, нагнетание, такое вот. Подвал я имею в виду, потому что он такой темный, грязный, пыльный, да, то есть вот как-то так. Слушай, хорошее обозначение. Год прошел, ты хорошие треки стал писать после того, как год писал плохие. Но на тот момент... Погоди, почему ты вот за этот год ты писал, можно сказать, в стол, и без какого-то фидбэка, и почему ты не остановился и не забил на это? Вот, да, это, кстати, вообще хороший вопрос. А потому что... Помнишь, мы сегодня с тобой разговаривали про сверхспособность, да, вот это вот. Вот, наверное, это моя сверхспособность. И... Мы ее нашли. Да, и кара одновременно. Немножко отступлюсь. Вот, например, если я в игры играю, да, вот пока я не пройду ее, даже если будет это очень сложная игра, но она мне нравится. Буду 6 часов сидеть, 8, 10, 12, пока я там Dark Souls играл, я там по 10 часов сидел, босса одного убил. Пока не убью, спать не лягу. Пока в Warcraft мы там не закончим наши рейды, я тоже спать не лягу. И в Drum Bass так. Пока я не напишу хороший трек для себя, вот прям хороший получится, да, я не брошу это. И у меня вот так вот по лесенке получалось. После подкаста, когда я попал в подкаст, я уже заинтересовался тем, чтобы на лейбле что-то выпустить, прям релиз, вот. А для релиза надо материал годный написать, на тот момент. Поэтому ставил такие микроцели, и они были подпитаны интересом к музыке. Хорошая черта, да, не останавливаться, делать, и кропотливый труд, работа всегда принесет какой-то результат. Без цели бездумное занятие. Цель — это понятно, цель — это важно, да. Многие пишут без цели, я такое видел. Например, вообще даже нет мотивации выпустить трек или там заработать или выступить. Человек просто пишет, вот, а потом и не понимает, почему он пишет. Это я просто, опять же, не думал никогда об этом. И сейчас, когда я уже это осознаю, понимаю, как это важно. Потому что, во-первых, это помогает заканчивать треки, вот тоже совет новичкам.
чаще попадаешь в эту петлю, в луп, потому что ты не знаешь, для чего ты делаешь, и ты как бы быстро кайф получил, что-то накидал, и все. А когда у тебя есть полная мотивация, более такая сформированная, она помогает тебе формировать и твое творчество. Вот. Надо свою академию открывать. Я Дима Баш, это Блокспик Ту Баш. А какая сейчас у тебя цель? Сейчас, конкретно в музыке, Да. слушай, ну, Ты попал на подкаст, твою музыку играют многие иностранные артисты, ты выступал на иностранных рейвах. давай Что я дальше? тебе так отвечу. У меня есть своя самокритика, и я считаю, что я еще не на всех фестивалях выступил, далеко не на всех, и не так много музыки моей играется. Да, что-то играется. Я пока вообще не там, где я бы хотел быть, и чувствую, где мог бы быть. И в плане продакшена. Можно круче, больше, интереснее, поэтому хотелось бы вообще в идеале достичь уровня, когда ты делаешь трек, и прям просто без фидбэка, без релизов такой прям полностью знаешь, что это пушка будет. Потому что сейчас бывает момент, ты такой пишешь, и до сих пор, спустя столько лет, не уверен, потому что много референсов, звук супер быстро растет. Надо... Вот, кстати, это тоже мотивирует тем, что музыка развивается. Многие говорят, вот она скатилась, вся такая, но на самом деле технически она развивается. И технически очень заражает. Главное в этом тоже не утонуть, потому что можно творчество просрать. Здесь очень тяжело балансировать. Сейчас, конечно, вообще сложно стало. Я хотел, например, кучу фестивалей посетить, но, увы, вот сейчас не съездить. Но я не бросаю эту идею и считаю, еще можно расти. А в будущем и в идеале опыт кому-то передать. А еще меня в целом вообще мотивирует, что музыка благодаря интернету в сети останется. И даже если... Не говорю, что я там какой-то Элвис Пресли, но кто-нибудь когда-нибудь возьмет и послушает твой трек. Это на поколение вперед. Да, и еще одна черта тоже могу добавить. Не черта, а мотивация. Музыка помогает свои переживания, мысли формировать во что-то, что потом послушает и почувствует. Пускай даже не прям то же самое, но это уникальная способность передать что-то кому-то, воздействовать на чей-то мозг, на состояние. Ты можешь заставить человека бежать, ты можешь заставить человека грустить. Может быть, это чувство силы, да, обладание вот этим, но это круто, что я подошел к такому моменту, когда я могу сформировать и передать кому-то что-то. Поэтому я хочу этим дальше просто продолжать заниматься. Отличный ответ. Ты говорил, что писал музыку, но не было такого желания, может быть, выступать и играть. Как был первый опыт выступления на сцене как драм-бейс-диджей? Где это было? Что это было? Это мы уже подошли к моменту формирования гидры, потому что когда я, в общем, был когда я был соло-проектом, у меня не было понятия профессионально заниматься музыкой, выступать. А выступление — это часть всего вот этого, конечно же, заработок. Поэтому, когда уже я объединился в коллектив с ребятами, просто из местного клуба, из Нижегородского, у нас есть, в общем, организатор, единственный, который в Нижнем Новгороде делал вечеринки, и он сказал: Лёх, а хочешь поиграть? А я даже не умею. А уже как бы была череда релизов, да, то есть как бы имя-то, в принципе, уже можно было на афишу запостить. А играть я не умею, поэтому я помню, просто искал, а у нас в этом плане тогда было все сложно. Учился на каком-то контроллере что-то сводить, и в итоге получился поиграть на первый раз на локалке, благодаря вот у нас там Саша Каратель есть, не могу его тоже не упомянуть, потому что я первый раз поиграл у него, благодаря нему, он даже частично это там проспонсировал, и с дрожащими руками, ногами я бахнул свой первый сет. Был Федя Инфоникс, кстати, был Тобокс, кто-то еще был, забыл. И, кстати, Инфоникс, да, вот тоже я его очень треки любил, очень техноидные вот эти техничные треки. Поэтому, когда он присутствовал, это было вдвойне страшно, да, ты такой новичок играешь. Получается, на своей территории вот первый раз поиграл, как круто. Вот ты вот так подошел, тут такие ручки, тебя не пугало это ничего? Конечно, пугало. Самое было страшное то, что я учился на контроллере, и я, в принципе, это не трогал. Была возможность где-то чуть-чуть, но прям посводить нет. И я помню, я менял Тобокса, я ему говорю: Леха, обязательно верни пич и вообще эквалайзер, все на... Как было. Как было, да. А он стоит, он после сета такой, прям весь довольный, такой: спасибо, ребята, и пошел. А я такой подхожу, такой, блин, я просто флешки там, я не знаю, диски, я не знаю, что я даже записывал. И я начинаю играть, забыл про пич. Я все вернул, про пич забыл. И я запускаю второй трек, все тусуются, вот. И я понимаю, мне там, вот эти кони, я стою джок вот так вот кручу, а кони не исчезают. Я стою: господи. И это был смех в том, что
Мне казалось, что я отыграл минут 20, а прошло только 5 минут. А я такой, я хочу уйти отсюда, я хочу уйти отсюда. Вот. И я потом смотрю, материться не люблю, но в целом пинч, я просто двигаю и начинаю нормально сводить. Вот. Поэтому первые вот эти минуты сета были настолько страшные, что вот до сих пор аж вспоминаю аж до трясучки. И Лехе Толбуксу припоминаю иногда, по-дружески, но все равно. Не вернул пич, и я пропустил. Но зато сейчас подходишь такой полностью подготовленный, пам-пам-пам и погнал, да? Да, сейчас я уже все в мониторе контролирую. Тоже бывают всякие курьезы, но стараюсь их нивелировать своим опытом все-таки. Я Дима Баш, это Blockspeak. Баш. Я всегда считаю, что диджей должен быть еще шоуменом. Не просто стоять с водителем, он должен еще заводить толпу, двигаться сам с толпой. Конечно. И мне кажется, что у каждого диджея должен быть какой-то образ. Что ты имеешь в виду? Образ, как Борис Бречев в маске, костюм, какой-то антураж, какое-то наполнение. Так не кажется? Абсолютно не кажется. И это была одна из причин, почему я тоже очень полюбил драм н бейс. Здесь тебе вот именно что не надо из себя что-то выдавливать. Здесь диджей представляет музыку. И когда в моем, опять же, восприятии диджей выходит играть, да, то есть музыкант изначально, да, на сцене диджей, честно, не очень люблю это слово, но пускай, чтобы всем было понятно, с какой называть диджей. Человек знает, какую он музыку будет транслировать, и поэтому ему не нужно из себя что-то выделать. Я считаю, если человек использует маску, это уже какая-то атрибутика, чтобы компенсировать какой-то другой недостаток. И уже это подмена каких-то даже вещей в плане интереса. То есть, если я выйду на нейропанке в маске, мне кажется, вообще все такие скажут, чего, Лех? Ты мог бы так выйти. Зачем мне маска, например, нужна? Но про артистичность я согласен. Стоять столбом и просто играть, да, стоять вот это. Нельзя, но ты показываешь человеку, что тебе не очень-то кайфово. Многие люди, кстати, музыканты кайфуют от драм н бейса, да, докачаются, но на публике замыкаются. Это норма, но я считаю, если ты вышел на сцену, тогда ломай в себе как-то учись, потому что, нельзя показывать человеку, что тебе не кайфово ее играть, потому что человек тогда не будет кайфово тусоваться. То есть я могу сказать, если я играю, я, бывает, вообще видосы смотрю, мне бывает аж самого за себя кринжово, потому что я там стою и, меня прет. Меня прет и раскачивает, и я такой, давай, и я прям чувствую, как я если что-то делаю, оно уж прям туда полетело, потом это вернулось, и мы все кайфуем. Поэтому я играю с большим удовольствием, и без масок, и без всего, и ничего не выделываюсь. И считаю, это самый нормальный подход. Да, главное любить то, что ты делаешь, любить ту музыку, которую ты играешь, да, и чувствовать ее, чувствовать людей. Да, чувствовать вайб обязательно, просто чтобы качало. Если качает тебя, то отрывайся так же на стейдже, как и на танцполе. Хочу немножко тебя спросить по заграничной гастроли. Когда тебя первый раз позвали за границу, кто это было и где это было? И что ты почувствовал на тот момент, когда вышел на сцену? Я всегда такой после вопросов ха-ха. Потому что многие вопросы от первого чем-то, они всегда такие с неловкостью связаны. Первая гастроль заграничная была от Гидры в 16-й год. Это Brain, потому что мы выпустили первую эпишку Cyber KP. Это вообще наш первый трек с Коляном, с Медфордом, кто не знал, Cyborg называется. With Brain такая политика. Выпускаешь там, если у тебя релиз более-менее продается, тебя приглашают. Соответственно, стал вопрос о поездке в Европу, а я вообще с границ толком не ездил. Колян там что-то куда-то как-то выезжал, и без такой допуска Лех, съездит первый раз. Но у Коли дома, я помню, вертаки были, и в выгодном плане лучше бы поехал он, потому что он знал уже, что как, где посводить, как подготовиться, а я эти кривые сеты, пару локалок, да, там дал, и все. Поэтому я поехал в Европу без рекордбоксов, да, кто знает, тот знает, что это такое. Сидел дома, закатывал диски, хотя уже с флешками там все это спокойно игралось. Подписывал эти бумажки, я приехал в Европу, в Прагу, клуб «Шторм». Причем такой очень значимый клуб, и это была очень важная туса, где надо было хорошо выступить. А я приехал с своими дисками, тоже волнуюсь, полный душный клуб, там в плане, там жарко, много людей, еще больше, чем где я играл. И просто начинаю играть, этот диск ставил, там вынул, у меня весь стол в дисках, пока там трек найдешь, куча времени теряется, медленные сводки, а чехи, они любят там вообще трек на трек. И ты тут такой приехал, вообще,
как диджей ни о чем. И в итоге я когда сет отыграл, такой потный, я помню, у меня даже фотки есть, я прям сырой от волнения. Габар такой подходит ко мне, то есть Джейд зовут Габар, и он такой, типа, Алекс, чувак, ну есть же рекордбокс, ну что это такое, ну капец вообще, что это за сводки? И нас потом, честно, долго никуда не приглашали, и я очень себя за это Из-за винил. тебя? Да, я думал, вдруг я так хреново отыграл, что они скажут, фу, гидро вообще, как диджей ни о чем. Ну вот, и потом еще была вечеринка в Дрездене, кстати, там уже я учел ошибки, получше сыграл. Я там был неделю. Вот первую неделю в Праге отыграл. И сразу Дрезден. Поэтому у меня первый трип получился аж такой 10-дневный в Европу. И мне там... Я с ума сошел. Типа, ты представляешь, первый раз в Европу. Ты такой, вау. Как диджей, как музыкант. Как диджей, как турист. Да у меня сразу все в одном. Я же, говорю, из границ не ездил. Поэтому вот оно все так в кучу свалилось, что я обалдел. Но однако ты справился. Ну, справился, задачу выполнил, но вот до сих пор стыдненько за эти первые сеты там. Я Дима Баш, это Blockspeak. Баш. И вот из студии Реактор Радио мы переместились в клуб Factory, где гремел Нейропанк фестиваль. Это легендарный фестиваль, который проходит по всем городам России. И наш гость только что отыграл свой сет. Лех, скажи, как это было? Это было огнище. Вот. Сегодня было особенно приятно, потому что, во-первых, аудитория супер энергичная, много нового материала, который был отлично воспринят, а лучше комплимента я для себя и не могу ожидать. Вот. Поэтому, если люди довольны, и я доволен. Вот. Все было круто. Я сегодня слышал, что ты играл много новых треков. Они где-то выйдут и когда? За даты я точно говорить не буду, чтобы не пустословить, но они обязательно выйдут. Уже в инсте тоже постил порядка личных моих десяток треков, которые выйдут на Нейропанке, на Итбрейне, пару эпишек подготовил, плюс несколько синглов, коллабов, и сейчас как раз решается вопрос, когда они выйдут. Но одна EP точно выйдет этой осенью. Где тебе всего комфортнее играть? В Москве, либо в Питере? Либо в каком-то другом городе? Это очень такой провокационный вопрос, я считаю, но мне комфортно вообще в целом везде играется. Я не буду что-то одно выбирать, это нечестно, во-первых. Во-вторых, я везде одинаково кайфую. Не было такого, что нет, здесь вот некомфортно. Но аудитория разная, да. Здесь вот любят, например, в Питере пожестче, а я как человек, который любит став пожестче поиграть, конечно, здесь я могу более свободно в этом плане себя чувствовать. В Москве иногда приходится что-то подмешивать, джампап, мейнстрим, вот, там как бы вкусы более такие разные. То есть здесь можно топить до конца. Вот тут есть несколько вопросов у меня для тебя, которые зрители нашего канала задали именно тебе. Владимир Косаруков спрашивает, в какую сторону прогрессирует твое творчество? И чувствуешь ли ты прогресс, и есть ли куда стремиться? Определенно творчество прогрессирует в плюс, я считаю, потому что я пытаюсь сейчас наладить именно звук на уровень современного продакшена. Это очень сложно. Я какое-то время даже треки не релизил, потому что я изучал продакшн. На это надо просто отдельно много времени. Вот. И я считаю, что по звуку треки подтянулись, а это уже хорошо. Вот. Поэтому для меня сейчас задача не потерять идейную составляющую, но и подтянуть звук. Вот. Это я пытаюсь сейчас балансировать. Не всегда получается, но я стараюсь. Вот. Следующий вопрос. Ян Скрипачев спрашивает, Мизо, есть ли в голове смысл, что ты сможешь стать мировой звездой? Есть ли такая мысль у тебя в голове? Нет. Я вообще не думаю такими понятиями, как стать мировой звездой или занять какую-то крутую позицию. Когда-то даже была цель сравняться, например, там, с какими-то хедлайнерами, но это, я думаю, нормально, то есть потягаться, да, звуком. Но я понимаю, что это очень сложно, это долго, и цену себе знаю и оцениваю себя трезво. Поэтому для меня важно просто добиться каких-то успехов конкретно в продакшене, а не стать звездой. Тут такой провокационный вопрос. Бас Патрол спрашивает,
Почему ты больше не едешь играть в Ижевск? Кто был организатором той вечеринки, после которой ты отказываешься категорично от этих поездок в Ижевск? Я читал этот вопрос в ВК, и могу так сказать, это одна из самых была худших поездок в моей жизни. Я не преувеличиваю, все было максимально плохо, насколько это возможно, поэтому, когда я уезжал оттуда, я понял, что я больше в Ижевск никогда не вернусь. Вот. Но вот с этим человеком я общался когда-то лично, и вроде как все звучало уверенно, да, и я... Ну, как это обозначить? Что у тебя осталось плохое впечатление, побаиваешься туда ехать, потому что просто есть какой-то триггер. Я не против туда приехать, но я очень бы хотел, чтобы вот туса, если я поеду, да, или кто-то, кого они забукают, перекрыло вот прям максимально то, что было тогда. Он спрашивал, что-то так было? Да, что там было? Если кратко, позвали играть на Open Air, а по приезду оказалось, что это не Open Air, а человек просто организовал в каком-то из профнастила. Вообще, мне даже говорить об этом стыдно, кринжово, то есть какая-то вот площадка из профнастила, знаешь, где машины, может, что-то такое, там из поддонов сколотили сцену, и при мне просто поставили 2 стола, клеенкой накрыли, и из 5-литровых канистров самогонку в рюмки наливали. Вот, и там какие-то странные люди тусовались, и я отыграл, чтобы просто выполнить свою задачу, и там еще были очень кринжовые моменты, которые я не расскажу. А организатор сильно-сильно облажался. Я думаю, это уже аргумент. Ну что ж, твое право выбирать, куда ездить, куда нет. Это все правильно, я с тобой полностью согласен. И следующий вопрос у нас. Денис Новиков спрашивает. Мизо, согласен ли ты, что после ухода из Гидера стало меньше крутых треков? И у тебя тоже почему? Во-первых, я не согласен. Опять же, да, не рассуждая не с точки ЧСВ, а с точки какой-то вот более-менее объективной оценки со стороны продакшена, я считаю, здесь никак не может быть регресса, потому что мы звук точно прокачали как минимум. Идейно, я считаю, есть такое понятие, как синдром утенка. Это когда человек услышал что-то, ему это очень понравилось, и вот он хочет это слышать постоянно. У меня, например, с Dust Devil так. Если я не пишу Dust Devil, это плохо. То есть, если человек полюбил Dust Devil, ему надо прямо 10 Dust Devil'ов вверх ногами, задом вперед, но чтобы как Dust Devil. А мы, понимаете, занимаемся этим по 10 лет. И писать одно и то же в одном и том же ключе просто устаешь. Ты морально хочешь что-то просто другое попробовать, чтобы разрядить мозги. Поэтому мы можем написать то, что тебе не понравится, и это нормально, но называть это регрессом, я считаю, плохо. Есть глобальная оценка, есть прослушки, есть оценка других продюсеров, есть реакции на танцполе. И современные, последние написанные треки, например, вызывают нормальную реакцию. Если бы они были плохие, они бы не качали на танцполе. Не было бы там 1000 прослушек на Spotify или еще где-то. Я думаю, это адекватно от этого отталкиваться. Это не мерится лайками, да, там вот у меня лайков там много. Нет. Старые треки, я даже скажу, хуже. По вайбу, может быть, где-то они там честнее, да, потому что мы тогда писали там от души, вот это вот рефлексировали. Сейчас мы больше так на танцпол ориентированно пишем, поэтому, может быть, где-то такая частичка души потеряна, да, но это никак не регресс. Это просто разнообразие. Поэтому нет, не согласен. Вот я на вопрос отвечал. Алекс спрашивает, не появлялось ли желание сменить жанр и писать что-то, кроме ДНБ? Я пробовал писать что-то, кроме ДНБ. Во-первых, когда ковид начался, я ввязался в стоковую музыку. А стоковая музыка — это такая штука, где ты пробуешь много-много разных жанров. Я писал синематики, пускай там картонные, поп-музыку, писал для рекламы, фолк пробовал, да. И все это интересно, но если прям профессионально, вот сейчас, да, меня очень, например, заинтриговал хардстайл. Во-первых, чисто технически мне очень интересно продюсировать бочку, синтезировать ее, какие-то трюки узнавать. Я уже что-то пробовал даже делать. И если брать как ориентир на что-то альтернативное, я бы попробовал себя создать новый проект в хардстайле и там себя попробовал с чистого листа. Кто самый крутой ДНБ-музыкант для тебя сейчас? Так скажу. Их очень-очень много, но по продакшн, опять же, да, по качеству звука я выделяю такой дуэт, называется Fade Black. Вот. Многие из нас используют даже как референс по звуку. Вот. Red Pill часто играет тоже, да, мощные танцпольные треки. Знаешь, я бывает старичков играю, Black Sun Empire, State of Mind, вот, но по звуку мне Fade Black нравится сейчас. Хорошо, кроме ДНБ, что у тебя обычно играет в плеере еще? Знаешь, хоть я и вначале говорил про рэп, вот Drum & Bass меня немножко перепрограммировал энергетически, и я очень полюбил New Metal. Поэтому я слушаю такую прям тяжелую,
агрессивную, ну не агрессивную, а такую энергичную музыку, типа Sevenfold Avengers, Limp Bizkit, Korn, Linkin Park, конечно, со школы. Ну вот все такое альтернативное, мелодичное, да, там, с гроулем иногда даже. Такой я вот люблю такое. Как ты воспринимаешь вокал, русский вокал в треках ДНБ? Это такой, конечно, провокационный вопрос, но нормально воспринимаю, но если это сделано не колхозно. Я считаю то, что копипастить ДМБ с вокалом, как это было в 2004-2005, не стоит. Лучше сделать это по современным стандартам, как делать современный поп, и тогда реакция будет, считаю, соответствующая. Просто я слушаю новые треки с русским вокалом, и частенько люди делают, я так понимаю, на старых вайбах, на старых воспоминаниях, вот хотят вот того вот. Конечно, там люди слушают, но я бы, если бы занялся этим, я бы пытался на новый лад это сделать. В общем, надо... Русский вокал в ДМБ — это хорошо, но надо делать это по современней сейчас, я считаю, стараться. Как ты видишь развитие драм-н-бейса в России в ближайшие 5 лет? И я вижу отличное развитие. И смотря, что ты имеешь в виду, под фестивалями, ивентами или со стороны продакшена? Со стороны продакшена. Со стороны продакшена уже отлично, во-первых. Отличные треки, отличные релизы. Нейропанк выпускает очень крутые релизы, конкурирующие, я считаю. Очень много новичков. Сейчас я точно знаю, что растет очень много новичков, и скоро продюсеры, новые имена стрельнут, и это будет только расти, развиваться. Так что у нас все только вверх в этом плане. Все круто. 3 пожелания юным джанглистам, продюсерам от суперкрутого нейропанк-артиста Алексея Мизо. Да, могу так сказать, исключительно с личного опыта. Если идете в драм-н-бейс, не считайте деньги. Если вы идете сюда за славой и за деньгами, вы очень сильно споткнетесь. Полюбите это творчество и эту музыку душевно, энергетически, и все пойдет гораздо плавнее и лучше. Это, во-первых. То есть ставьте цели правильные, это поможет вам завершать треки, как я сегодня уже раньше говорил. И не бойтесь рефлексировать. Многие очень стесняются своих эмоций, переживаний. Вливайте все в треки. Если вам плохо, выразитесь в треке, потому что эмоции помогают. Музыка — это инструмент, который поможет вам повлиять на другого человека, передать эмоции. Поэтому уважайте это, и эту силу, надо это воспринимать как какую-то силу. Вот. И когда вы пишете трек, я очень советую отнестись к эмоциональной начинке ответственно, потому что сухой и бездушный продукт и будет воспринят и, соответственно, и не принят. Вот. Поэтому не стесняйтесь эмоций, просто закладывайте в треки себя и свой разум. Вот. Я потому что всем всегда говорю, многие делают звук, а внутри ничего нет, пустота. Вот. Многие забывают о том, что нужна начинка. Вот, поэтому я вот как-то так пытаюсь донести. Не забывайте про начинку в треке, про идею. Мы сегодня много о чем поговорили. Может быть, у тебя есть еще что-то сказать, то, о чем мы тебя не спросили? Мне много о чем есть рассказать. У меня много... Ты все спрашивал, инциденты всякие во время поездок, мы вот это не обсудили. Многие всякие приколы с поездок, личные какие-то моменты, личные переживания. У меня много личной драмы, которые... Семья, любовь, это все там перемешивается с музыкой, это много. Я могу об этом целый реквием написать, я думаю, это будет долго. Но рассказать о чем есть. У меня эмоционально богатая жизнь благодаря музыке. Встретил много людей, и я очень благодарен всему тому, что у меня есть. Вот, я это очень уважаю. Так что рассказать я могу много о чем. Отлично, отлично. Но это значит, мы еще встретимся еще раз. В следующий раз мы обязательно это все обо всем поговорим. Это был Дима Баш, Алексей Мизо с Block Speak to Bash. Спасибо тебе, брателло, за то, что с нами поговорил. Обязательно подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий и слушай драм-н-бейс, хороший драм-н-бейс, и ходи на выступления хороших наших артистов. Всем peace.